Добрый день, друзья! Сегодня 24 июня, и зашла я в теплицу для того, чтобы показать дыни, но переключилась на огурец. Уж больно он мне понравился. Он стоит прямо на входе, и сорт называется Далила. Он черношипый, это единственный черношипый огурец, который растет у меня в этой теплице. Не единственное растение, но единственный сорт Далила. У него, как в этом году я заметила, первая половина стебля была исключительно мужские цветы. И кто-то бы сказал: ой, он не плодоносит, зачем он такой нужен? Зато вторая половина стебля у него исключительно женские цветы. А поскольку растет он прямо на входе в теплицу, здесь летают все-таки мушки-пчелки, и в этом году у меня даже пчелки действительно посещают мои растения, то он опылился, и он опыляется и растет вот так вот замечательно. Спасибо ему большое, будем снимать с него урожай. А рядом растет фасоль. Как-то немножко я непродуманно ее посадила, думала, что, точнее, когда я ее сажала, в огурцах внизу было очень пусто, и хотелось заполнить эту пустоту. Теперь в огурцах внизу не то, что пусто, тут лес лесной. Благодаря тому, что на улице сейчас тепло, пока в огурцах очень так все нормально. Хотя вот такие какие-то пятнышки непонятные появляются. Но поскольку нужно немножко проредить этот лес, я немножко, наверное, старые листья, которые покрылись пятнышками, я, наверное, поубираю. Вот, кстати, рядом растут у меня очень много разных сортов. Ну, как много, у меня всего 10 огурцов. Вот. И много сортов. Но я вот заметила, смотрите, вот этот огурец, это шоша. Он был посажен в ящик, и он первый начал плодоносить. И у него, соответственно, урожайность была просто... Мы вот ели одну шошу, и сейчас вот его много. Но листики, смотрите, листики начали болеть. И, наверное, этому огурцу нужно сделать карантин. То есть я поснимаю с него плодики и посрезаю вот эти листики, которые плохие, и, наверное, стоит его обрызгать каким-нибудь хомом. Но я еще подумаю насчет обрызгивания. А вот то, что нужно срезать больные листики, и то, что нужно срезать плоды, чтобы его помочь, ну и подкормить чем-нибудь. Может быть, даже янтарной кислотой. У меня в бочка, вон там стоит, в эту бочку можно закинуть янтарную кислоту, и она распределится по капельке по всем растениям. Да, огурцы, огурцы. Я думала, не будет огурцов. А они... Ой, вот они растут и растут. Вот такой оказался огуречная. Ой, смотрите, как красиво цветет фасоль. Просто красота. У нее фиолетовые цветочки рядом с желтыми цветочками огурца. Ой, красавцы, красавцы. Какие интересненькие все. Вот он такой загнутый. Наверное, ему чего-то не хватает. Наверное, азота. А вот, кстати, еще Далила. И вот тоже у него верх огурца, верх плети, он весь с огурцами. Хватит ему силы или нет, это большой вопрос, но это зависит уже, наверное, от меня, буду я их кормить или нет. Ой, вот огурчики висят. Ну, то есть с огурцами мы в этом году будем. Надо быстренько консервировать. И вот практически все, широкая часть верхняя и узкая часть нижняя. Наверное, чего-то не хватает. Если кто-то знает, чего не хватает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду очень благодарна. Я думаю, что не хватает, скорее всего, азота. Я знаю, что когда не хватает калия, то делают огурцы вырастают наоборот. Они сверху узенькие, а снизу такие бульбочки, как лампочка. Это не хватает калия. А вот это, наверное, не хватает азота. Но, с другой стороны, не будет нитратов. Это же тоже хорошо, правильно? Висят эти огурчики. В общем, огурчики меня порадовали сегодня. Ой, ой. Начнется борьба с урожаем. И тоже видно, насколько выросли плети. Потому что вот эта вот неподкрученная часть, вот она, это она выросла за 1 неделю. Потому что никто эту, понятно, без меня не подкручивал. Да, огурчики растут. Так что всем хороших урожаев, хорошего настроения, всего самого наилучшего.